Мы были там я, жена и ребенок. А сколько в Кфаразу зашло террористов? Сотни. Везде здесь было, везде были террористы. Все это время мы были там в этом Амади. Это все это пули, и здесь тоже стреляли без конца. Я правильно понимаю, их убили? Да. Каждый раз было, это самое страшное, а это еще страшнее. Ты вернешься в Кфаразу? Мы стояли там с ножами. Я никогда не думал, что будет 6,5 тысяч, 7 тысяч, 8 тысяч террористов, что зашли и захватили весь западный Негев, они захватили. Кибуц Кфараза расположен в нескольких километрах от границы с сектором Газа. Утром 7 октября 2023 года сотни террористов Хамас и других вооруженных группировок прорвались на территорию кибуца в рамках масштабного нападения на Израиль. На протяжении многих часов жители Кфараза и бойцы местной группы быстрого реагирования сражались практически без помощи извне. В результате нападения были убиты 62 жителя Кфаразы. Погибли 18 военнослужащих и сотрудников сил безопасности. 19 жителей кибуца были похищены и увезены в сектор Газа. Многие дома были сожжены и разрушены. Бои за кибуц продолжались 3 дня. Кфараза стал одним из самых пострадавших населенных пунктов Израиля 7 октября 2023 года. Авидор, вот все-таки в Рухама этот дом, где мы сейчас находимся, твой, он временный или уже будет постоянный после Кфараза? Не, он будет временный. Он будет временный, потому что Рухама сейчас это наш временный дом. А все-таки, как ты считаешь, когда вы можете вернуться? Мы можем вернуться официально, мы можем начинать вернуться в июле месяце, июле 26 года. Мы можем уже начинать вернуться. Но надо посмотреть, если все в кибуце будет готово для нас, чтобы мы могли там жить. Если будет там школы, и детские садики, и место работать. И нам надо еще понять, что кибуц Кфараза, он находится 3,5 километра от границы с Газой. И это тоже еще один вопрос, большой вопрос для нас, потому что мы то, что, извините за выражение, да, но мы там сильно получили по голове. Так мы должны и посмотреть, как мы туда можем вернуться и чувствовать себя безопасно. Да. То есть пока чувства безопасности там нет, пока война, пока все это. Мы видим все. Война еще она не так агрессивна, как оно было, но еще мы были сегодня в кибуце, в Кфаразе, и мы слышали, и бомбы падают, и ракеты, и всякие такие. Не что они стреляют на нас, не что палестинцы стреляют на нас, а израильские солдаты, что там еще воюют. Звуки пулеметов да? Мы слышали. Звуки пулеметов. Мы слышали гром очень сильный от бомбы, что-то. Этот кибуц, он стал здесь в 1951 году, и в 1956 году его начали звать Кфараза. Сперва его звали кибуц Ягев. Ягев, потому что есть тут Гевим и Майонот. Поэтому есть тут кибуц Гевим, около Сапира. И это дерево тут стоит уже 75 лет, минимум. Это оружие. Тут Авив. Авив, он был один с Китат Конанута. Они были первые, что пришли сюда, 14 военных. Они гражданины, но у них есть оружие и все это. Они должны защитить кибуц, если что-то когда-то начинается. 14 военных они были. 4 военные солдаты, милуимники. И они пришли сюда в 6:29, 6:30 утра, 7 октября 2023 года.
Они приехали, прибегли сюда, открыли, и тут были все винтовки ихние. Но то, что они не знали, когда они уже пришли сюда, было тут, я не знаю, может быть, мы слушали где-то 20, может быть, больше террористов были здесь. Все было тут с террористами, а все солдаты они не знали, когда они зашли сюда. Их 7 из них убили здесь, 5 из них убили здесь, еще 2 убили там, они погибли там, когда они воевали. И 7 еще живут, они с нами. Живут у нас в кибуце, в Рухаме и во всем Израиле. И это эти все, что погибли. Я хочу вам показать, кто они. Шахар Авияни, он был равшац. Равшац, он координатор между кибуца и между армией. Это его Ави Инди, он его был лейтенант. Это Таля Илон, он был командир всей этой команды. Авив Барам, военный солдат. Надав Амикам, он был тоже военный солдат и учитель здесь в кибуце. Ури Русу тоже воевал, военный солдат. Офир Липштейн, он был майор של המועצה האזורית. И он первый жертв войны, что мы знали, что дали нам его имя. И мы узнали, кто он. Потому что он... И он тоже из кибуца. Все жители кибуца, большинство из них родились вообще здесь, в кибуце. Видите, здесь где-то половина этого дерева. Тут, как это, да, не разорвалось. Потому что тут Авив упал здесь жертвы, раненый. И он видел своих друзей, приходят сюда. И он их начал им кричать, чтобы не заходили сюда, потому что тут все террористы. И когда террористы узнали, что он говорит людям, не заходите, не приходите сюда, так они бросили на него или гранату, или какой-то метан. Недавно, перед зимой, всегда был тут на столе, была тут бутылка арак для него. Потому что если ты хотел что-то перепить и выпить вечером, все ходили к нему. Ты житель Квараза, Да. кибуца многострадального. Да. Большой известный кибуц, который пострадал очень серьезно 7 октября. Да. Давай попробуем просто вспомнить события 7 октября. Вот если начать там 6:30, 6:29, первые ракеты. Я могу сказать, что так, 6:29 начали. Я помню этот час не только потому, что это было везде по новостям, а я помню, потому что первое дело, что я сделал, когда начали все сирены, посмотреть, который час сейчас. И мы смогли, и который час, так я могу знать, кто стреляет. Ну тогда это было перед тем, что были хуты, перед тем, что иранцы стреляли на нас, и уже долго было, что с Ливана и Хизбалла на нас стреляли, так это было Хамас. И мы думали, что это обычный такой, они будут нас бомбить, мы будем их бомбить, это возьмет 3-4 дня, и все будет... То есть привычное дело. Да. Как это было и раньше, Это периодически. ни в коем случае, ни в каком мире это не нормально, но Это это для нас было, это наша норма. Да. Плохая привычка, как мы Да. это называем. Мы думали, потом, после, я думаю, так, 6:29 начинается сирены, я прыгаю с моей кровати, и я бегу на другой сторону дома, взять мою дочь. Ей было там, она праздновала пару дней тому назад, до того, она праздновала годик, ее день рождения. Так я побежал, взял ее, и мы закрылись в этом мамаде. И после, я думаю, 5-10, может быть 15 минут мы слушали пулеметы. Да.
автоматическое... Уже внутри кибуца. Да, ты это понял. слышало как будто внутри кибуца. Так я говорю, что тут не то. Так, сперва мы думали, что это израильские солдаты воюют на границе, и у них большие пулеметы, так, поэтому так чувствуется. Потом мы начинали получать сообщения, что есть террористы в кибуце. Это уже где-то 7-15 утра. Так рано. Это ваша внутренняя связь в Да. кибуце, да? СМС-ку мы получили. Получили смс-ку, что что надо закрыться в кибуце. Еще не сказали, что есть террористы. Но потом подружка моей жены, она послала ей сообщение и сказала, есть сейчас террористы в кибуце, арабы, палестинцы, и они одеты как израильские солдаты, но они без касок. То есть они в форме израильских солдат были? Да. Уже Ну, без каски у них была какая-то зеленая ленточка здесь. Хамас. Да. Хамас. И тогда мы начинаем получать всякие сообщения по то, что происходит, что воюют в кибуце. И есть тут очень много террористов. И я думаю, это было где-то в 7:40, может быть, 8 часов утра мы получили сообщение, что Офир Липштейн, что он и воевал в Китат Коненути. Мы получили сообщение, все. Мы все его знали. Мы все его знали тоже за новости, с новостях. И мы знали его и персонально, потому что он с кибуца, он с Кварази, и он майор весь этого района. Так все его знают. Мы получили имя, что его убили. И это было тяжело. И пока я переписывался с своими родителями, они живут в Бершеве, и я переписывался с моими товарищами и друзьями, и все хотели знать, что такое, и как мы себя чувствуем, как мы себя держим там. И все это время мы были там, в этом Амаде, были закрыты там больше 20 часов, 23 часа почти. То есть 23 часа вы не выходили из Мамада? Угу. Ты с семьей там находился? Да. И это очень маленькая комнатка была. Это было где-то 2 метра на 3 метра. Может быть, 6 квадратных метров. Это вся комната. И там была и большая кровать, и все это. Но мы не смогли не сходить ни в туалет, ни это. Вода была очень мало. Иногда мы выходили принести немножко воду или что-то. И чтобы делать формулу для ребенка. Ну, кроме этого, мы стояли, держали дверь с ножами и с кастрюлями и с сковородками. Так здесь жила Сиван Аль-Кабец и ее парень Наор Хасидим. Тут есть все WhatsApp здесь. Тут это когда кидали гранаты. Можно видеть тут то, что это все это пули. И здесь тоже стреляли без конца. Все это. И здесь это Мамад. Здесь это ее комната. Здесь ее убили. Ворота оттуда не зашли. Можно видеть это отсюда. И здесь Офир Шушани.
Ее родители тоже живут здесь, в кибуце. Она, если я не... Я думаю, что она еще была солдатка тогда. Здесь Ницан Липштейн погиб. Это сын майора. Не майора, ну... Что значит держали дверь? Можешь рассказать? Мы держали дверь, она не закрывается на ключ этого мамада. Убежище. Да. Мама, да. Так мы надо закрывать это так. И мы думали, мы слышали, что если террористы заходят в дома, так мы держали дверь. Это было большинство времени. Это я был, но моя жена тоже была там. Потом мы нашли всякие такие вещи, чтобы как-то Перевязать. ручки, дверь, кровати, там еще что-то, чтобы никто не смог зайти, никто. И все это мы стояли там с ножами, там были больше 20 часов, мы были там. К вам ломились в дом? К нам в дом не ломились, но были у нас на крыше очень много времени. И были у нас, это не были солдаты, и были у нас, потому что мы слышали их, они говорят на арабском. И стреляли у нас на стену, стреляли без конца, но ничего не зашло. По дому стреляли? Да. По дому. И мы ждали там где-то 20 с чем-то часов, говорили с друзьями, говорили с армией, говорили со всеми, и говорили с родителями моей жены. Мы с ними говорили без 10:05. Они тоже в Кваразе жили? Они жили в Кваразе 150 метров от нас. 100 метров, 150 метров от нас. И они были там, и мы с ними переписывались и говорили все это. И потом, я думаю, где-то без 5:05 я вижу где-то сообщение, что ломаются террористы в их дом. К родителям? Да. Так я посылаю сообщение, не посылаю сообщение, я говорю моей жене, слушай, поговори с твоими родителями, потому что надо. Так она говорит, что случилось, так я говорю, просто говори с ними. И они уже не отвечали тогда. Это было уже 5 часов ровно. И они не отвечали. До того, 10 минут тому назад, 5 минут, может быть, до того, мы еще с ними переписывались, но они уже не были так. Когда мы сейчас смотрим все смс-ки, мы видим, что они уже не были так. Я правильно понимаю, их убили? Да. В каждой квартире есть тут мамад. Маленький мамад. Но у меня в квартире это было 2 метра на 3. И мы были там я, жена и ребенок. Шалом, бокер тов.
Может быть, можно зайти? Да, давайте зайдем. Можно? Да, да. Можно? Мгм. А ты знаешь обстоятельства, как это произошло? Я слышал это только, я думаю, где-то 1,5-2 месяца тому назад, что было. Были там у них в районе, были у них очень много террористов, и армия зашла. И когда армия зашла, все они убежали. Террористы, большинство из них убежали. Так армия начала за них тоже преследовать. Да. И немножко террористов еще остались там в районе и просто ходили между домов, убивали людей. А родители заперлись также в Мамаде? Да, но они там перестрелили через дверь. Зашли в дом, и они не смогли с ним, потому что он работал руками. Он был агроном. И у него была Сила. как это, крестьянская сила, как это называется? Нет, он работал руками, так он был сильный человек. Небольшой, но сильный, очень сильный. И они не смогли открыть дверь. Это то, что я думаю. Они смогли открыть дверь, только они просто перестрелили его через дверь. И потом зашли и убили ее мать тоже. И собаку. Вот за 23 часа какие ты сообщения получал? Что вообще было известно в том Никто не знал ничего. Я помню, где-то в 7 или 8 часов вечера, мои друзья, почти все, уже их взяли в Милуим, мы их взяли уже в армию. И они сказали, мы по дороге к тебе. Мы сейчас освобождаем все кибуцы с Бершевы до Кфаразы. И так я говорю, что это значит, вы освобождаете все кибуцы? Что, все кибуцы упали? Они сказали, да. Об этом даже подумать не думаю. Я думал, это Беэри, я думал, это Кфараз, большие кибуцы. Сколько у них уже людей? Я никогда не думал, что будет 6500, 7000, 8000 террористов, что зашли и захватили весь западный Негев, они захватили. Там они взорвали эти ворота и просто начали туда сотни заходить. А тут не были ни солдаты, никого. Это просто... Я не знаю, если это вообще стоит. Я думаю, это поставили после этого. Бет-Ханун можно видеть отсюда и вот Газа. Через все эти дерева, то, что осталось. Зашли сюда ракетами, винтовки, везде, гранаты. У них было там так много вооружения. Молодые, красивые все, да.
Тогда, когда мы переехали в кибуц в августе 23 года, и когда моя девочка, сейчас ей уже 3 годика, но когда мы приехали сюда, она еще была в коляске, так каждый вечер я пошел с ней немножко на прогулку, приходили сюда, и тут всегда есть стакан кофе, может быть, бутылка пива. Вообще кибуц, весь кибуц, он дом для кибуцников. Поэтому, когда ты войдешь в кибуц, все будут ходить босиком в кибуце тоже, на улице тоже. Потому что это весь кибуц, это их дом. Не только их квартира, это их дом, а весь кибуц. Ты оставляешь свою квартиру открытую, если кому-то нужно что-то взять у тебя с холодильника, он берет и он тебе не сообщает об этом. Он просто может зайти, взять, и все это хорошо. Если ты готовишь что-то дома, у тебя что-то не хватает, ты не хочешь идти в магазин, ты заходишь к своему товарищу, берешь что-то с холодильника и идешь домой. Потом ты ему посылаешь какое-то сообщение по WhatsApp. Спасибо за сон. Да, вот именно. А сколько в Кфаразу зашло террористов? Сотни мы слышали. И эта армия говорит между 250 и 350. Это то, что они нам сказали. Мы знаем, что было там, или мы думаем, что было там намного больше, потому что еще всякие такие, что пришли украсть или изнасиловать, или всякие такие тоже зашли, тоже сотни. Так мы думаем, где-то 700, может быть, 1000 террористов были в Кфаразе. Больше, чем население в Кфаразе. Что ты еще слышал? Пулеметы, автоматы, арабскую речь? Мы слушали пулеметы, автоматы, арабскую речь. Мы слушали РПГ. Как она, перед тем, что она стреляет, я был военный солдат в израильской армии. Так перед тем, что РПГ стреляет, есть у него такой... Так мы слышали это. Так... Много такого было? Да. И это не просто пулеметы, у них было там .5, калибр .5 у них было на Тойотах. Это стреляет, вот такую дырку делают в стене. У них там были, это не были бронежилеты, потому что террористы не воюют с бронежилетом, они хотят быть немножко быстрее, но у них были всякие с магазинами, всякие патроны, у них было там огромное, они знали, что они делают, они знали, как, я видел, как они ходят, они ходили и воевали, как солдаты. Тренированные? Да, очень. А они знали вот Кфаразу, куда идти? Это было чувство. Это было чувство, что они знали, куда идти, они знали, где находятся какие-то командиры в армии или всякие такие. И эти все истории, что вы будете слышать про то, что было в Кфаразе, вы никогда не сможете мне верить. То, что было там. Это только одна история. Напротив моих тещи, напротив них жил там какой-то генерал в израильской армии. И он был дома, отдыхал, без оружия, без ничего. Когда все это началось, он взял нож у него с кухни, нашел какого-то террориста, убил его, взял у него оружие и начал бежать в там, как это называется, Шхунат Ацилим. Это молодая, где то, что мы там снимали сегодня, там это молодой район этот. И он начал туда бегать, а потом обратно домой. И опять туда, и опять домой. То есть он принял бой. И он был один. Были всякие спецназы, что начали приезжать и заходить в кибуц уже где-то в 9 часов утра, 9:30, но они были мало. Были там 4-5 военных солдатов, 10. Слушай, а до 7-го здесь из Газы люди работали вообще? Немножко. Были такие, что приходили сюда и работали, когда открыли все махсумим, люди приходили, и очень много людей тут думают, что они передали им всю информацию. Но
Можно знать и знать все по кибуцу только от интернета. Заходишь в Google Maps и видишь весь кибуц сверху. И можно знать все за кибуц. Но то, что они знали, это все главные люди, что живут здесь в кибуце. Всякие командира, такие, что в политике, всякие такие есть тут немало в кибуце. Сейчас все эти дома, почти все эти дома, что мы видим сейчас, там было очень серьезные, да, и были там и дырки, и все это. Все это тут сняли совсем, весь дом сняли и начинают его сейчас строить снова. Тут был дом. Тут должен был как это, новый район здесь, что все молодые, что сейчас приехали обратно в кибуц, как моя жена и я, мы хотели строить здесь дом наш, и пока мы отложили, пока мы ждем. Когда нас израильская армия нас взяла, мы ходили здесь пешком. То, что мы не знали тогда, что везде здесь было, везде были террористы и еще стреляли. Вот. Тут еще бои были, когда мы ходили. Тут тоже был дом, его сняли. Начинают сейчас строить его снова. Это мой район, вот здесь, внутри. И тут мы были, мы не знали, но мы были защищены, потому что сюда нету как зайти, только отсюда и напротив там где-то. И когда солдаты пришли, они просто тут могли поставить одного солдата, и он хоронил. И только один солдат мог быть здесь, может быть два, и держать весь этот, весь периметр. А откуда террористы знали так хорошо кибуц? У вас были, кстати, рабочие до 7 Были, насколько я знаю, были рабочие, были всякие такие, художественные, фото. да, Это, они кстати, такие. Кстати, эта история женщина, у вас, Да, у бати. которая делала фотовыставку совместно с жителем Газа, да? Да, так он хотел знать, где находится, где солдаты, и все это. Да, она сразу узнала, с кем она имеет там дела. То есть могла ли быть эта информация от него для террористов? Это могла бы от него могла бы принести, информация могла бы принести все работники, что работали в кибуце. Но если вы хотели знать, что находится в кибуце и как он выглядит, они знали кибуц лучше, чем я знал кибуц в тот же момент. Как? Я переехал в кибуц только 2 месяца до того, только в августе месяце, до конца июля. А они откуда знали кибуц? Они работали там и Google Maps. С Гугла можно... Да. Но это ты можешь посмотреть территорию, а вот именно кто где живет, это надо знать. Там они знали. Они Они знали. Как они знали, я не знаю. Ну а рабочих много было с Газа работало до 7? Я не знаю сколько, я знаю, что были, правда. Были. До 7 октября были. Через сколько часов, получается, вас освободили? Через 23? Через 23 часа мы уже были на автобусах по дороге в центр Израиля. Но нас, это немножко интересно, я думаю. Нас где-то в 10:30 ночи начали ломаться к нам в дверь. Мы были еще в Мамаде, закрыты. Ты сразу понял, что это уже армия? Не, я не знал. Так я сказал, кто это? И они не ответили первый раз. Второй раз, кто это? И они начали кричать. И они сказали Цааль. Цааль это израильская армия. Так это, но это короткая фраза. Я хотел знать, что это не террористы, потому что они сказали, что террористы одевают. И может быть они знают иврит. Так я им сказал, скажите Шма Исраэль. А когда ты родился, когда ты сабра, и родился в Израиле, твой ре, он не идет отсюда, он идет с горла. Ре.
Так у них так я хотел знать, если у них есть израильские цабры ре. Так я им сказал, скажи Шма Исраэль. Так он сказал Шма Исраэль, так я ему открыл дверь. То есть ты просто вот поэтому уже понял, что наши все, да? Да, потому что его По произношению. акцент это израильский, местный, только кто родился здесь, говорит с этим акцентом. Окей. Или ты выучил этот акцент очень хорошо, а если ты уже, и я тебе открыл дверь, так бери меня. Если ты мне уже это... После событий 7 октября для жителей Кфараза в кибуце Рухама был построен временный жилой район. За 4 месяца здесь были построены 188 домов для более чем 600 жителей. Мы поговорили с Игалем Ясиновым, руководителем Евроазиатского департамента Керен Каемет ле Исраэль, Еврейский национальный фонд, о проекте, который помог сохранить общину Кфаразы до возвращения домой. Это для Кфар-Азы. Здесь и построено несколько улиц, куда временно переехала вся община этого кибуца. И смысл был предоставить людям возможность жить несколько лет, потому что как минимум 3 года будет восстановление разрушенного кибуца, и поэтому нужно было предоставить им жить не просто где жить, потому что первое время они жили в гостинице где-то, но это было неправильно. Им нужно было жить как община, не разделять их, чтобы они продолжали жить вместе, чтобы они продолжали существовать и руководить своей жизнью как кибуц, а не как в гостях где-то, чтобы у них было все свое. Поэтому у них были свои улицы, свои детские садики. Они встречаются, смешиваются с кибуцем Рухама, где мы сейчас находимся, но они же все равно живут отдельно, потому что травма, которая была, ее можно залечить только если они будут вместе. И кроме того, ведь отсюда они через несколько лет должны будут переехать обратно. Вот представьте себе, если дети, которые должны были бежать оттуда с семьями, пострадавшие, в семьях есть погибшие и так далее. Дети, которые приехали сюда, они должны были начинать вместе, и вдруг через несколько лет они подрастут, и их снова нужно будет вырвать и перевести в другое место. Именно поэтому они, находясь здесь в садиках, они переезжают туда группой. То есть, да, поменяется помещение, но не будет вот такой нового удара, нового слома. И поэтому и психологическая помощь, и поликлиники, и так далее, все вместе. В этом месте, тут немножко дальше, были старые дома первопроходцев, мастерские и так далее. В этом месте было сделано то, что называется на иврите рова типули. Это социальная служба, помощь психологическая, детские садики и игровые, а также вот это вот площадки, вот такие вот, если вы посмотрите, это для того, чтобы дети могли выйти и не находиться все время в здании, а могли спокойно отдохнуть, побыть на природе, здесь все красиво. Тут у них есть вот такие вот они делают, сажают что-то, копаются в земле. И это место очень хорошо еще тем, что если посмотрите со всех сторон, оно как в лесу. И оно должно успокаивать. Это одна из целей, которая была сделана. И вас начали выводить. Да. Что ты... Это не начали выводить, они взяли нас в другую комнату, в другом доме, напротив нас. И там было тоже самая маленькая комнатка, но там мы уже были 16 человек. Да, большое. Очень много людей. 16 человек и 3 собак были там. И там мы еще ждали, это было где-то 12 часов ночи, и там мы еще ждали где-то 2,5-3 часа. Шел бой в это время? Да, и мы уже слышали. армия, бои вовсю. Да. Армия, бои, было там, я думаю, где-то 8 батальонов в кибуце. 8 батальонов инфантерии
И все спецназы. Все спецназы израильской армии были там. Вертолеты, танки были уже? Да, были вертолеты, танки были внутри кибуца. Когда мы вышли, и армия нас начала взять через все дороги в кибуце, так мы видели, что танки переехали на машинах. На террористов, на террористских машинах. Что ты видел, когда уже выходил? Это я видел пару трупов. Это кто был? Террористы или жители? Это выглядели как террористы, потому что были у них как будто армейские штаны, ну, какая-то черная футболка такая. Так я думал, что это террористы, и один из них у них была эта зеленая ленточка Хамаса. Машины горели? Были машины, что горели, были дома, что горели, когда мы ходили. И это было ночью, не было электричества, все было очень-очень-очень темно. Ну, были там дома и машины, что еще горели. И все, и взяли нас там, где заправка кибуца. Мы там ждали, были там автобусы. И нас взяли в Мушав, что называется Годая. Это между Ашкелоном и Кирьят-Гата. Там нам дали что-то перекусить, ужин, потому что это был праздник, так у них был праздничный ужин. Никто почти не мог кушать. Я думаю, это я съел там где-то 1,5 килограмма мяса. Или рыбы, что было там. Я не знаю, я не был голодный, но ел. Когда мы переехали сюда, в Рухаму, в конце ноября 2024 года, так мы жили здесь, в этом районе, потом мы переехали туда, где-то в марте месяце, конец марта мы переехали туда. Мы увидим этот последний район еще пару минут. Ну, как вы видите, здесь самые большие дома, я думаю, тут Каравилла 90 метров. Это для семьи 3 или 4 людей, 2 детей. И тут большинство, что живут, это молодежь. Ну, не самая молодежь, но очень молодые родители с маленькими детьми и все это. И если вы хотите, можно видеть, есть тут еще маленькая площадка. Здесь и в том районе тоже, то, как Фараз живут. Мы видим всех этих с Рухамы, мы видим их в магазине или в пабе. Но наши районы, мы не живем вместе совсем. Тут вы видите, люди живут, дети, игрушки на улице. Шалом, шалом. И вот туда мы поднимаемся к моему району. И это здесь все. Можно видеть, тут есть площадка, красивенькая, хорошенькая. Тут не как-то в том районе. Сюда, ну, сейчас мы видим тут всякие машины, но сюда машины не заходят, потому что тут дети едут на велосипедах и всякие такие. Сейчас они все в садике или в школе, так их не видно. Но когда в 4 часа дня, уже тут все дети уже здесь на улице выходят, они живут здесь, в этих дворах. Просто идут на площадку, двери никогда не закрыты. Как вообще происходила эвакуация и как люди покидали не только Кфар-Азу, но вообще все, что весь пострадавший район. Это 9 региональных советов, 9 городов и региональных советов, которые пострадали. Дело вот в чем. Во-первых, мы столкнулись с тем, что, во-первых, это были выходные, и поэтому ни одна, скажем так, официальная организация не работала. Кто-то должен принимать решения, кто-то должен это финансировать, где-то нужно брать автобусы, но самое страшное, что было в первые дни, нужно было получать разрешение, чтобы автобусы могли доехать куда-то и где-то людей брать.
А бардак, который здесь был, в том числе и в армии, он говорил о том, что «а мы не знаем, откуда брать людей, армия будет куда-то их выводить из кибуцев, куда-то их отвозить, а там их будут брать автобусы». Окей, решили этот вопрос. А как это? Где брать автобусы? А автобусы бесплатно не ездят. Есть какое-то количество автобусов у государства, у муниципальных органов, но нужно арендовать автобус, а автобусу нужно получить разрешение, а нужны деньги. И вот тут муниципалитеты, конечно же, нашли какую-то сумму, но они были заняты другим, потому что, например, районный совет Северного Негева был парализован, потому что Офер погиб в Кваразе в боях. И только через день его заместитель возглавился. То есть это все было... И здесь произошло такое чудо, что наш профсоюз, руководство нашего профсоюза обратилось к нам и сказало: ребята, нужно собрать деньги, нужно брать автобусы, вывозить людей, кормить, трусы купить. И мы, работники фонда, за несколько первых... Мы сказали «да», и за первые несколько дней мы собрали 1 000 000 шекелей из наших денег. Параллельно у нас заработали наши штабы. К сожалению, мы уже имели опыт по вывозу беженцев. Мы вывозили беженцев с Украины, принимали их у нас, и поэтому мы смогли запустить тот же протокол, и тогда начали вывозить людей. Но вот когда человек садится в автобус, начинается на самом деле очередной момент самого страшного. Знаете, каждый раз было это самое страшное, а это еще страшнее, а это опять самое страшное. Куда его везти? Люди даже находясь в шоке, они говорят: мы община, мы хотим быть вместе. Нам, тут мой брат, сестра, сосед. И нужно было их возить. И здесь, например, объединение кибуцев сказало: мы предоставляем наши места где-то у себя. И, например, жители Кфаразы вывезли в Шваим. Там есть база отдыха, такой гостиница база отдыха. Их вывезли туда, в Золотую Клетку. Кого-то другого куда-то в другие гостиницы. Кого-то вывезли, и люди жили целой семьей с 5-6-10 человек в одной комнатушке, 2 комнатушках. Ну, и думали сначала на день, на 2. И только через несколько дней стало понятно, что это долго. Жили люди так довольно долго. Мы, к сожалению, только на 2-ю неделю, когда началась 2-я неделя, мы смогли начать делать для них... Вот кроме того, что человек живет, у него есть еда, чистые трусы, носки, нужно еще что-то сделать. Человек не может вариться в своем соку с детьми, с соседями в этой гостинице, закрытой, в номере, возле телевизора. Люди начали сходить с ума. И я их прекрасно понимаю, и мы начали, со 2-й недели, начали уже помощь психологическую и занятия с детьми, вывозить их куда-то. Параллельно мы начали заниматься тем, что нужно, когда армия начала разрешать заходить работникам, сносить старые здания или ремонтировать. Мы занялись этим, и в итоге в какой-то момент стало понятно, что нужно строить временные районы, потому что вернуться сразу домой они не могут, а жить в гостинице они долго тоже невозможно. Люди не могут жить так. Им нужно жить. Знаете, я с одним разговаривал, и он говорит: я хочу полочку прибить. Я хочу гвоздь вбить в свою стену. Я не могу здесь больше жить. Я не хочу это кушать, не хочу это пить. Я хочу гвоздь в стенку вбить. И я его прекрасно понимаю. Сколько человек было убито в Кфаразе? В Кфаразе убитых 64 человека, 19 захватили. А дети у вас были убиты в Кфаразе? Были у нас молодые, что были убиты. Я не думаю, что были... были пару детей, что убили со всей семьей. А по сколько лет детям? Дети... Был Ифтах, ему было 14 лет, Йонатан 16 лет, и у них была еще старшая сестра 19 лет.
Их расстреляли и взорвали. Я не знаю, что было там. Я знаю, что их нашли, когда они все обнимали один другого. Я думаю, что их поджгли у них дом. Я не знаю, тут То есть написано. семья с детьми была мертвая в объятиях друг друга? Да, да. Вау. Да, они были тут. Не, их, я думаю, их застрелили. Они были все обняты на кровати, и папа был на них. Это вопрос вообще-то большой такой. Деньги это всегда, как оказывается, очень важная часть. Без них и ни туда, и ни сюда. Понятно, что на каком-то этапе государство выделило средства, но государственный процесс выделения денег, он длительный. Поэтому после того, как первые деньги мы собрали сами, дальше мы обратились к нашим друзьям, спонсорам со всего мира, и в итоге за довольно короткое время мы собрали около 100 миллионов шекелей, которые тоже пошли на это. Кроме того, фонд, естественно, добавил из собственного бюджета, и на сегодняшний день наши вложения в восстановление юга страны, они уже более 1,5 миллиарда шекелей. Да, в нашей организации есть эти деньги. 29 декабря нам исполняется 125 лет. Но организация, в принципе, и создана для чего? Для того, чтобы покупать землю в стране Израиля и на ней развивать еврейские поселения, создавать работу, строить дома и защищать евреев. То есть, в принципе, это, наши доходы для этого идут. Проблема только в том, что вот эти 1,5 миллиарда, которые мы направили на восстановление, а вот только инфраструктура в кибуце Рухама, только инфраструктура для новых районов в кибуце Рухама стоила больше 300 миллионов. Это очень дорого. Так вот, все эти деньги, они пошли за счет чего-то другого. За счет чего, я вам сейчас расскажу. За счет того, что у нас будет меньше мероприятий в лесах, за счет того, что мы сократили наше финансирование школ, детских садиков и других каких-то. То есть там можем это сократить. Мы сократили наши проекты по реконструкции парков и садов, и лесопарков. Мы сократили наше финансирование сельского хозяйства. Мы не построим какое-то водохранилище, мы не очистим речку. То есть нам пришлось сократить экологические проекты. И самое главное, что мы не делаем инфраструктуру для новых еврейских поселений, форпостов по всей стране. Кстати, вы знаете, почему в Израиле принято называть форпосты форпостами? Потому что, когда строилась по принципу стена и башня, из-за закона, который действовал в Отtomанской империи, что нельзя сносить, нельзя было сносить форпост. А форпост у них обозначался стена и башня. Есть стена и башня, есть форпост. И с того момента принято было называть это форпост, это форпост, это форпост. И когда турки хотели что-то снести, форпост сносить нельзя. Поэтому исторически у нас наши поселения, деревни называются форпостами. Кстати, вся инфраструктура и все кибуцы здесь, они были созданы при помощи нашего фонда. Фонд вкладывал деньги в создание сельскохозяйственных угодий на юге страны. Сегодня мы этим занимаемся. Строительство их, запуск кибуца. Это наше, можно сказать, наше детище. И мы им будем помогать по-любому. Поэтому, к сожалению, на 125-м году нашей деятельности мы должны были вернуться назад и заниматься тем, чем мы никогда не думали, что у нас будут еврейские беженцы внутри еврейского государства. У вас есть посттравма? Да. У меня есть это. А как она проявляется? Кошмары очень много. Сны снятся? Да. До сих пор? Да. А жене? У жены? Тоже. Ей тяжело засыпать. И она кучает.
своих родителей. Очень много она была... Мы были очень близки. Все. Ам, А психологи вами занимаются? Есть у нас пару. Да. Помогает? Да, психологи, получаем лекарства. Ну, сейчас лучше, через 2 года. Не знаю. Наверное, немножко лучше, потому что есть у нас еще один ребенок, и он очень-очень-очень сладкий. И он нам очень-очень-очень помогает. Ну, Скажи так все-таки, вот максимально откровенно, ты вернешься к Фаразу? я еще не знаю. Я хочу быть там для моей жены. И то, что моя жена скажет, мы будем сидеть, мы будем думать об этом. И есть у меня моя жена, и есть у меня безопасность моих детей. Жена хочет вернуться? Мы еще не говорим об этом. Это еще немножко рано для нас.